Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я сегодня решила начать вышивать на своей заготовочке, вот, которую делала в технике Crazy Quilt, а потом подумала, а надо поснимать. Вот я уже здесь вот уже вышила козликом, пришила кружева, и сейчас вот обычным таким, я даже не помню, как называется этот шовчик. Я карандашом специальным мелковым нарисовала круг, обвела тут крышечку маленькую, и по этому кругу вышиваю. И обычными швейными нитками в этот раз решила. По-моему, стебельчатый этот шов называется. Я оставлю ссылочку на видео, как я шила этот лоскуток Crazy Quilt в описании под видео. Так что, кто не смотрел, кто недавно подписался, можете там посмотреть. А я хотела поговорить, мне тут одна женщина написала недавно в комментариях, что невозможно, ну что-то типа того, что невозможно смотреть, очень неухоженные руки, и вот в таком смысле что-то. Ну что поделать, вот такие рабочие руки у меня много разных дел. Как и у любой, по-моему, нормальной женщины, и готовка, и уборка, плюс у меня еще и огород. Я то в воде, то в земле вожусь. И, конечно, я, кремом пользуюсь, но все равно, вот, ну, какие есть, такие есть руки. Я, в конце концов, у меня не канал по, там, как вот бьюти-блогеры бывают, которые всякую красоту показывают. Я показываю другую совсем красоту. Понятно, что у меня только руки в кадре, но старайтесь концентрироваться на изделии, а не на руках. Дальше я буду делать такой, называется, тамбурный стежок. Вот, можно посмотреть. А я пока наполню, девочки, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте обязательно кнопку колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что вышли мои новые видео. И тогда вы ничего не пропустите. Вообще изначально Crazy Quilt, он так и придуман, чтобы все швы были спрятаны, чтобы их все чем-то украсить, чем-то нужно декорировать и закрыть сам шов. Чтобы он был как можно менее заметен. Но все не все, но кое-какие мы с вами позакрываем и задекорируем. После того, как я сделала такое солнышко с помощью тамбурных швов, я соединяю их. В серединке между ними я протыкаю ниточкой с иголочкой и вот так вот их соединяю. Если они близко у вас находятся, то прям можно ровно в середину и не заморачиваться. Они у меня далеко, поэтому я вот не в одно и то же место втыкаю в середине, а в разные, в соседние, там миллиметр-два оставляю между проколами, для того, чтобы сильно не натягивалась моя вышивка. Там слабенько очень я и тамбурные стежки делала, не натягивала, иначе и все стянет, и все будет некрасиво. После того, как соединила все свои тамбурные стежки, делаю еще один ряд тамбурных стежков уже от уголков своих вот соединенных. И буду их потом точно так же соединять. По размеру я их делаю побольше, подлиннее в высоту. Я решила всю вышивку сделать белыми нитками. Весь этот кусочек вышить только в белом цвете. Не знаю, я первый раз однотонный только делаю Crazy. В основном я люблю все яркое, блестящее. Но тут что-то вот захотелось такое. И хотя еще и лето не наступило, у меня какие-то зимние мотивы вдруг заиграли в душе. Здесь я мелковым карандашиком делаю разметочку, как дальше буду вышивать, потому что мне надо, чтобы более-менее сошлись мои стежки. Здесь вот я французский узел делаю, это называется французский узел. Такой вот стежочек. И в серединку между ним тамбурный делаю потом.
Тут обычную елочку я вышиваю. Я по-быстрому так все показываю, потому что, ну, чтобы сильно не... Чтобы и увидеть можно было, и сильно не задерживать видео, не удлинять. Вот здесь я такую елочку вышиваю, хотела показать вам. Это вот листочки таким способом можно вышивать. Если поплотнее стежочки друг к другу класть, то получаются очень симпатичные листочки. Ну, к цветочкам. Где цветочки, там листочки. Я, кстати, очень люблю вот этот вот рисуночек, елочку, листочек. Часто очень использую. Очень симпатично получается. И несложно совсем. Кстати, девочки, я тут посмотрела статистику у себя на канале. Мои зрительницы в основном, как говорит моя мама, элегантного возраста дамы. И поэтому не все хорошо разбираются в интернете, не у всех получается что-то найти или сделать, что они хотели бы. Я хотела вам рассказать, вот когда говорят в описании под видео что-то находится, ссылка, где это описание. Вот если вы посмотрите на видео, окошечко, где видео, и под правым нижним углом такая малюсенькая серенькая галочка, она прям маленькая. Вот если вы на нее нажмете, то в этом случае откроется описание видео, и туда все блогеры всякую нужную информацию размещают в этом описании. Сразу его не видно, его нужно открыть, сразу видны только комментарии. Я закончила свою вышивку. И я хочу сделать, ну, что-то типа наволочки, думочку такую. И я вырезала 2 полоски по 8,5 сантиметров шириной и 30 где-то сантиметров в длину. Я не знаю, сколько мне понадобится, надеюсь, что хватит. Я хочу сделать блок окно. У меня квадрат мой вот здесь 21 на 21 сантиметр. 21,5 на 21,5. И я вот сейчас буду пришивать сначала эту сторону лицом к лицу, но я буду пришивать не до конца, я буду где-то вот миллиметров 6 я буду оставлять, до конца не буду прошивать. И точно так же потом пришью вот эту вот полоску и тоже не до конца. Тоже здесь вот в углу буду оставлять, не дошивать. Я прострочила и одну и другую сторону. Вот здесь и вот здесь я вот не дошивала. Видите, уголок оставлен. Вот, что мы делаем дальше? Дальше очень внимательно складываем вот так вот пополам. Уголок к уголочку. Прям вот, чтобы это было прям пополам. Я даже скалю, чтобы это все дело не сдвигалось. Так, смотрим. Вот эти наши полосочки, вот эти, они тоже одна на другую. Я тут припуски загладила специально, чтобы это все было, можно уложить было поровнее, чтобы не сомневаться, что пополам. Я скалю вот эти вот свои полоски еще. Теперь берем линейку. Линейку укладываем ровно так, чтобы край линейки совпадал с краем вот сгиба нашего треугольника этого, который получился. Чертим вот такую вот линию. И по ней прокладываем строчку. Я сейчас еще и, чтобы она не сдвигалась, тут тоже скалю. Вот здесь строчим. Или строчим. Кто строчит, а кто строчит. Прострочила, булавочки сняла и разворачиваем, смотрим. Вот у меня получилось окошечко. Сейчас я обрежу вот эти лишние треугольнички и отглажу. И покажу. Я отгладила. Все у меня хорошо, красиво. Я теперь буду пришивать. Я нарезала вот таких вот полосочек. И теперь по периметру буду этими полосочками обшивать свой блок. Со всех сторон 4. Посмотрите, я обшила не только вот этой темно-синей тканью, но еще и светло-голубой. Она почти как белая выглядит. Тут освещение, так, видимо, цвет не показывает. Потому что вот этот светло-голубой у меня будет основной цвет в подушке. И задняя сторона, и вот часть спереди.
Я хочу сказать, вот здесь вот у меня, видите, прям проглядывает толстая, возможно, толстый шов. Здесь очень ткань я взяла тоненькую, надо было брать поплотнее что-то. Это моя ошибка. И к тому же здесь вот, ну это же у меня остатки обрезки из ателье. Вот здесь вот было заглажено, и она не отглаживается никак вот это. Но я еще думаю, что может быть простегать эту часть, там синтепончика добавить и простегать. Короче, сильно долго я не стала думать, а взяла и простегала. Конечно, косяки в стежке, но я не мастер. Ну вот как получилось. И вот заднюю сторону я сделала. Жалко, что не видно. Здесь такой бледно-голубой цвет, а выглядит практически белым. Вот передняя и задняя часть сделаны. Осталось только их сшить и молнию вшить. И будет наволочка для думочки. Ну вот смотрите, что в результате получилось. Я специально на белый фон положила, чтобы видно было, что голубая ткань по краям. А задняя сторона вот такая, вся полностью голубая. У меня еще нет подушки для этой наволочки. Я просто туда куски обрезки синтепона накидала, насувала и показываю, что получилось. Сверху молния у меня тут вшита. Я ее, конечно, вшила сикость-накость, но как вшила, так вшила. Уже переделывать не буду. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии, я всегда на них стараюсь отвечать. Всего доброго, спасибо, что досмотрели до конца.